3, 2, 1, go! Death's Door — это зельдоподобная экшен-адвенчура с видом сверху от создателей Titan Souls. Вы играете за ворону, работающую в качестве жнеца. Задача жнецов, вроде нашей вороны, в том, чтобы добывать гигантские души, которым уже пора на покой. И тем самым мы продлеваем свою жизнь. Но затем что-то пошло не так. Душа, которую мы должны были добыть, кто-то украл, и таким образом начинается наше приключение. Вначале нас бросают сразу на босса, отчего кажется, что игра будет прямо как их прошлое произведение Titan Souls, ну а потом данная иллюзия быстро сходит на нет. Это реальная экшен-адвенчура, где большой акцент состоит на исследовании локаций и камерных боях. В нашем инструментарии находятся обычные атаки, количество которых зависит от выбранного оружия, тяжелые атаки, а также выпады, которые делаются вместе с уклонением, а еще магические атаки. Поначалу среди магических атак у нас только лук, но добавят еще 3, что логично, исходя из интерфейса. Среди защитных мер только уклонение, которое никак не ограничивается. Как видно, здоровье разделено по четким секторам, нежели одна большая линия. То есть, какой бы удар по вам ни пришелся, быстрый или хлипкий, или же медленный и тяжелый, с вас снимут 1 очко здоровья. Восполняется оно семенами, но не все так просто. Мало найти семя, вы должны его посадить, и только потом его можно съесть. Здоровье восстановится полностью, но клумба с хилкой не восстановится, пока вы не перезапустите мир. Делается это возвращением в офис жнецов, но тогда восстановятся и враги. Клумб и семян в игре ровно поровну, поэтому мой совет — садить семена сразу же, если планируете проходить игру на 100%. В остальном только по строгой нужде. Также у вас есть очки маны. Заклинания тратят очки маны по-разному, в зависимости от своей мощности. Все из указанного выше, кроме хилок, качается. Победа над врагами и боссами, а также нахождение сгустков душ даст вам очки для прокачки вашего ворона. Сила и дальность ударов, скорость бега и атак, а также сила магии. Здоровье и очки магии качаются по принципу Зельды. Найди 4 куска нужного ресурса и получи постоянный апгрейд, будь то жизни или мана. Заклинание же можно довести до улучшения, пройдя опциональный босс-баттл, который еще предстоит вам найти. Для каждого из заклинаний предполагается одна такая схватка. Как можно заметить, сильный акцент именно на том, сможете ли вы это все найти, поэтому сложность может сильно отличаться для тех, кто банально ничего не хочет искать. В игре еще 5 видов вооружения, но поначалу вы найдете только 3. Одноручный меч у вас сразу, средний во всем и поэтому самый надежный. Зонт, который лежит на базе жнецов, понятное дело, больше мем оружия. Потому за прохождение игры только с зонтом вам выдается ачивка. Кинжалы быстрые, но послабее меча. Лежат ближе к особняку ведьмы. 2 других оружия обсудим позже. Разумеется, как и любая другая Зельда-клон игра, вас выкидывают в главный хаб, а там ищите сами, куда надо идти. Разумеется, в локации путь не закрыт напрямую, он скрыт способностями, которые вам еще предстоит достать из других локаций. Поэтому порядок на самом деле строгий, но не совсем. Дело в том, что локации поделены на 2 слоя. На первом вы получаете способность, то есть одно из тех недостающих заклинаний. Обычно для этого надо найти 4 духа, таких же воронов, как и вы, но которым повезло гораздо меньше. Затем второй слой, в конце которого вас ждет босс-баттл. Первый слой обязателен, но затем вы можете идти в другую локацию, путь которой был раньше перекрыт этой самой способностью. Поэтому 3 главных боссов на самом деле можете бить в любом порядке, но локации, ведущие к ним, идут строго. Это довольно интересный компромисс между свободой и линейностью, на мой взгляд. Проблема только в том, что в игре туго с навигацией. Локации большие, дверей, ведущих обратно в офис, не так много, а карты, мягко говоря, нет. Поэтому вам предстоит много беготни, если вы сразу не запомните, что и где. Так что не теряйтесь. А мы переходим к ядру. Сразу к делу. Что я думаю по поводу сложности в этой игре, с учетом того, что я прошел ее на тру концовку? Она совсем не сложная. Точно не в плане боев. В игре есть один сложный тип противников и ровно один босс, которого мне пришлось переигрывать больше 2 раз. Игра довольно сильно поощряет более пассивный процесс, ведь методов защиты маловато, всего лишь уклонение.
В бою не исцелиться, а слоты магии восстанавливаются после каждого удара, так что выгодно порой и отбежать. Среди же исследовательских сложностей я припоминаю только покатушки на льду, где тебя проверяют на владение крюком. На удивление жесткий момент со строгими ограничениями по времени, в остальном исследование довольно спокойное. Заклинания, кстати, получают не самые значительные апгрейды, если найдете и победите саб-боссов. Атаки с лука можно заряжать, огненный шар получает доп. Эффект поджигания противников, бомба больше не будет бить по вам, если вы бросите ее вблизи от себя, а цепь даст вам новую атаку, если вы прицепитесь к сопернику. Стоит упомянуть, что именно бомба отнимает 2 слота магии за применение, в то время как цепь бесплатная. Самым полезным в бою мне показался огненный шар, так как он быстрый и дот урон позволял хорошо наносить урон. Остальные же 3 заклинания для максимизации пользы были сопряжены с риском, который того не стоил. Среди приемов также есть отражение дальних атак, но работает это только на очевидных сферических заклинаниях врага. Всякие бумеранги и стрелы, к сожалению, не считаются. Атаки врагов при этом часто очень предсказуемые, но давайте вернемся к тем, что заставили попотеть. Среди обычных врагов это толстожопый рыцарь, который отчасти напоминает саб-босса. Он очень хорошо отслеживает ваше передвижение, поэтому атаки данного врага порой бьют на удивление прицельно и быстро. Таких врагов я встретил где-то 3 за игру. Среди боссов самым сложным для меня показался босс из зимней локации по имени Бетти. А все потому, что это единственный босс, который реально присутствовал на арене. Остальные имеют явные фазы, когда их можно бить, а когда нельзя, поэтому с ними было гораздо проще. Бетти была достаточно сложной, чтобы я пошел за последним оружием игры, двуручным мечом. Этот меч добывается довольно интересно по сравнению с другими вооружениями, что по большей части просто валялись по пути. Для этого надо было найти скрытые пещеры, притом стены, которые надо взрывать, никак не отмечаются, в отличие от других. По сути, двуручный меч — это апнутая версия другого оружия, которое я не упомянул до сих пор — молот. У обоих 2 обычных удара, но меч бьет больнее. С ним я и прошел остаток игры. Хотя игра вроде сигнализирует после обучалки, что боссов будет еще 3, но на самом деле до титров вас поджидает еще 2 босса, плюс еще 1, если вы пойдете на тру концовку. И они не особо сложные. Вполне вероятно, у вас получится пройти их с первой попытки. Я ложанул на последнем разок, но это не так страшно. Я бы даже сказал, что саб-боссы, охраняющие апгрейды к заклинаниям, и того сложнее. Хотя Бетти оказалась сложнейшей. Что мне понравилось больше всего, и это положительно сказалось на балансе у врагов, так это их динамическое поведение. Хорошая такая половина врагов реагирует, деретесь ли вы с ними вблизи, или же пытаетесь выцепить издали, поэтому они переключаются на соответствующие атаки. Стоит вам начать заряжать какую-нибудь бомбу. Ну что, к доске сложностей. Death's Door занятная и не плоская, но при этом редко дает проверить свои навыки по полной. Ей самое место в модерн тире. Проходится быстро, разве что беготня и секреты тру концовки заставят как следует в ней засесть. Советую, кстати, сразу глянуть гайды, ибо некоторые вещи ну совсем не очевидны. Нет. О, она угадала сторону. Фака, я не угадал. Вау. О боже, я пытаюсь уклониться, но она меня... Она реально угадывает сторону, куда я перекат делаю. Камон. Стоп. Она бросается теперь еще и с снежочками. Ох, боже. Это тоже считается ударом. Я думал, это анимация. Несколько раз она меня не задевала этим. О, боже, да, она реально трекает от части тебя. Так, 3 раза она будет это делать. Давай. Раз. Все, ты уже по швам трещишь. Давай, дура, умирай уже. О, нет, только не это. Началось. Понятно. Не хочу. Да. Да, молоток делает меня медленнее. Да, кстати, дай-ка я сгоняю за ним. По фасту. Он же близко. Мастер оружия. Hell yeah, Great Sword. О, все, уже снежочки поперли. Сдохни. Изи.